Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 10 по 16 июня. Давайте узнаем, что для вас, для вашего знака зодиака, какие подсказки приготовили карты Таро. Как видят развитие событий на неделю. Будем реалистами, всегда об этом говорю. Любой расклад не передаст все полноту ваших эмоций или что у каждого сейчас происходит. Все-таки мы все разные. И имеет значение огромное, как и день рождения, как и ваш асцендент, как и в каком году вы родились. Но если мы переведем некоторые даты на восточную или китайскую астрологию, там вообще все по-другому. Но мы пока отталкиваемся от традиционной западной. Итак, как видят карты для вас эту неделю? И я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. Что важно знать? Первая карта и наш вопрос. Чего не избежать? Неожиданности. Чему сейчас не время или что может помешать? А что вам будет помогать? Что скрыто? Дела, работа, бизнес. Деньги, энергия денежная. И личная жизнь. Что же важно? Ух ты. Ну, конечно, у каждого тут будет тоже по-своему. Старший аркан. Когда старшие арканы на нас влияют обстоятельства. Но мы можем что-то себе распланировать, а тут нас жизнь возьми да перепланируй. Может быть, придется куда-то буквально поехать. Или к вам кто-то приедет. По карте Колесница нам всегда говорят, отпускай прошлое. И встречай все новое, что уже на пороге этой недели стоит. Или карта где-то напоминает, пока ты какую-либо прежнюю историю не отпустишь, она занимает место, пространство в твоих мыслях, в твоей жизни. И новое, оно где-то на пороге. Но войти оно не может, потому что место занято буквально. Иногда вот такой философский нюанс, подумайте, как это может проиграться в вашей жизни. Или для вас будет как оказия или возможность что-то осуществить. У кого-то из вас это может быть через документы, оформление, как Его Величество случай, когда мы можем для себя что-то решить быстрее или лучше, или хорошо. Все-таки по этой карте основное значение – это мы идем к собственному успеху. Поэтому какой-то позитивный момент, который может проиграться в любой сфере жизни. Или прийти к вам через сообщение, или какую-то новость. Неожиданности. Будьте внимательны, отправляясь куда-то. Все же эта карта Луна, это 1000 неопределенностей. С учетом старшего аркана Колесница, здесь могут быть и события, мои дорогие козероги. Меня смотрят люди из разных стран, и поэтому какая-то сама по себе хаотичная информация или состояние, когда вроде бы мне нужно куда-то ехать, может быть срочно. Под воздействием эмоций, когда вы сами себя куда-то подгоняете, мы можем оступиться и совершить какую-то ошибку. Мы чего-то не увидели. По аркану Луна тут и не видно ничего. Тут нам еще может быть какая-то ситуация не ясна, и поэтому искусство мелких шагов. Карта говорит, когда вокруг тебя обстановка непонятная, или ты не знаешь, как поступить, или какую стратегию, тактику избрать, выбрать, или как вести себя с конкретным человеком, ты просто не торопись. Здесь нужно быть в первую очередь великим дипломатом. Где-то придется одевать маски, вот не без этого. Обстановка, опять же, складывается к тому, что нужно быть актером, потому что это состояние, ситуация, она не продлится долго. Карта нам говорит, выглянет солнце, все встанет на свои места. Но на этой неделе еще пока сложно отстроить что-то в более четкую канву развития событий или логическую цепочку. Проанализировать в принципе, пока нет возможности, потому что именно обстоятельства вот так складываются, два старших аркана. Но себя беречь будет важно. В хорошем смысле, со знаком плюс, эта карта проигрывается эмпатией в отношении наших близких, тепло домашнего очага. Как раз мы устраиваем или обустраиваем, улучшаем комфортность нашего места проживания
или нам хочется что-то сделать по дому, такое, что и нас вдохновляет. Это наши близкие могут проходить. Это карта интуиции. И нам говорят, слушай свою интуицию. Когда тысячи неопределенностей, подсказки шестого чувства, это будут самые правильные, потому что ваша душа, она мудрая, она все знает. И часто конструкции нашего сознания и каких-то привычек нас уводят совершенно в другую область или сторону. Поэтому быть в согласии с самим собой – это более надежный фарватер. Со временем что-то прояснится. И даже если, вот смотрите, два аркана старших, немного противоположных, точнее вообще противоположных по своей энергетике, по Луне непонятно, и здесь что-то не быстро. А по аркану колесница это значит, наоборот, тут скорости все-таки эта карта. Так вот, и когда мы не можем что-то оставить на потом, и мы можем думать, что мы на потом не можем оставить, как, допустим, какую-то поездку, или вы можете сами себя нагрузить какими-то делами, думая, что нет, это мне прямо сию минуту надо сделать. А карта говорит, нет, ты подожди, ты тут не торопись. Самое главное – сберечь себя и свой собственный статус. Да, если ты видишь, что это тебе играет как-то в плюс, тогда действуй, но действуй с оглядкой опять же. Будь готов, в принципе, к каким-то неожиданностям или к неожиданному поведению людей. Вот такой момент тоже проигрывается. Чему сейчас не время? Я бы сказала, для большинства из вас не время куда-то отправляться. Не время, знаете, как увеличивать дистанцию конфликта. Не время поддаваться на чьи-то уговоры, мои дорогие. Не время верить первому сказанному или услышанному вами, а сказанному кем-то. Могут нам по рыцарю мечей тут двояко. С одной стороны, это карта бунтаря без причины. И вот эта фраза, она очень точно передает, что же это может быть за человек. Это те люди, которым всегда плохо. Или как ты им не сделай хорошо, они найдут обязательно какой-то нюанс, когда их это не устраивает. Или наоборот, это могут быть персоны, которые любят что-то говорить пафосно, красиво. Выглядит это на словах прекрасно, а по факту это какой-то пшик. Поэтому вот не на плюс, на какой-то такой грандиозный, либо какой-то минус. Тут мы не должны поддаваться. Вот вообще, в принципе, этому не время. А в хорошем смысле эта карта, это как совет и что нам помогает. Когда мы можем докопаться до сути. Или мы ищем информацию, и мы ее находим. Или мы что-то согласовываем и действуем в рамках закона. Что вам помогает? И вот смотрите, насколько противоположное. Когда вы набираете темп, то есть будут те моменты, когда вам точно захочется и нужно будет действовать быстро. Или когда к вам приходит какая-то информация, может быть и много будет этой самой информации или новостей. Тогда зерна от плевел вам придется разделять. И карта Луна, тут может быть то, чего мы не ожидали. И с одной стороны, это могут быть разные люди, вот все то, что я только что перечислила. И если вы вот так спокойно, взвешенно проанализируете или поищите дополнительную информацию, вы можете прийти к выводу, что истина где-то рядом. А может быть как раз какое-то известие и будет заслуживать внимания, но вам, опять же, это не на импульсе нужно сделать, хотя вы не импульсивные люди. Но мало ли мы все разные, или окружающие иногда могут создать для нас импульсы, так бывает. Но все же более продуманным быть на этой неделе определенно стоит. Давайте посмотрим, что же скрыто. Какой-то выход из создавшегося положения, из ситуации. Вы уже точно знаете. Вот слушайте свою интуицию. Она вас поведет в правильном направлении. С другой стороны, нам карта говорит о том, что вы не должны согласиться на то, что для вас будет какой-то минусовой ситуацией. Отчасти вы не должны как проиграть, согласившись на пафос чей-то, а на самом деле это будет совсем другая какая-то картина. И по тузу мечей мы тоже можем искать недостающую информацию, надеяться, кстати, сами на себя. И если мы ищем правду, мы ее находим. Вот с учетом вот этих двух карт,
все же рационализм вам будет помогать дважды, трижды. Может быть, если вы на что-то, поддавшись импульсу, на что-то соглашаетесь, тогда нам эта карта будет говорить, пройдет время, ты увидишь как раз эту правду. Но сейчас ты ее можешь, либо не воспринимать, или душа твоя противится увидеть какую-то реальность. И в то же время, даже если мы не согласны, от этого правда и истина не перестанет ею быть. Поэтому быть реалистом нужно дважды. Для кого-то из вас вам буквально помогает знание законов. Или когда вы, мои дорогие, вот я про маску сказала, вполне вероятно, когда по вашему лицу люди не могут догадаться, что же вы задумали. Когда это вы какое-то свое решение будете скрывать, пока не обнародовать. Потому что обстановка такова, что пока этому не время. Все зыбко непонятно, все меняется. Но у вас какая-то будет, мои дорогие козероги, удивительная возможность в той или иной сфере жизни. Ведь это карта наращивания темпа. Все же решить какой-то вопрос. Или получить, например, должность, если вы этого хотите. Или по части оформления документов продвинуть, может быть, решение вопроса. Или, для себя все равно так или иначе убыстрить что-то, разобраться с чем-то. Или увидеть хотя бы траекторию вашего задуманного плана, как мне нужно действовать дальше. Все равно есть какой-то очень большой бонус на этой неделе. Но есть и та какая-то сфера, где вам нужно быть осторожными. Дела, работа, бизнес, победа, правда, победа. Будьте магом и волшебником, вам другого не остается, мои дорогие козероги, потому что какая-то такая обстановка может быть. И два старших аркана проиграются у каждого по-своему. У кого-то по работе, правда, должность, я сказала, есть возможность построить карьеру. Может быть, это какие-то первые шаги. Или вы услышите, уходит какой-то человек, а вы мечтали занять его место. Но прежде вы не предпринимали никаких попыток, потому что вы знали, да, там место занято, человек работает, а тут вот что-то такое начнет меняться. Или для вас какие-то предложения могут прийти буквально по работе, или добрые новости по бизнесу. Давайте мы посмотрим по деньгам. Победитель. Но карта-то говорит о чем? Эту победу тебе придется удерживать. Поэтому, где-то либо одевать маски, либо быть великим актером. От этого вы не уйдете. По семерке пентаклей у кого-то проигрываться может, если мы рассматриваем как ваши новые планы на карьеру, новые планы на дополнительные источники дохода, на заработки, на прибыль. Здесь что-то идет в рост. Мы не можем пока сказать, что это та прибыль, которую вот мы прямо на этой неделе получим. Но есть победа, и будут и деньги. Деньги, в принципе, они есть, но по семерке пентаклей все же мы больше сохраняем. Здесь нам дерево буквально показано, которое растет, пентакли на нем вырастают. И пока еще не время, не пришло собирать урожай. Но эта карта может свидетельствовать о том, что какие-то, может быть, вопросы даже по вашему месту работы. Или вы можете, допустим, у кого стабильный доход, может быть, как пенсия, например, да, или какие-то пособия. Тут тоже что-либо меняется, могут прийти известия, что оно будет повышено, там, допустим, через месяц. Или это то направление, когда вы предпочтете вообще с нуля добавить знаний и придумать какую-то совершенно иную стратегию своего собственного заработка. Личная жизнь. Важные решения. И это может быть какой-то бумагой или срочной новостью, когда вы тоже с чем-то определяетесь. Или вам придется куда-то поехать для того, чтобы какой-то вопрос тот или иной решить, вот в данной местности конкретно. По тузу жезлов это вы можете задумать для себя, вообще какой-то переезд, мои дорогие. Все-таки не совсем нам тут про любовь, а больше как принятие решений, идея или новость, информация, которая может быть для кого-то из вас и будет означать начало каких-то
очень важных перемен или путь к вашему успеху. И победа есть, и колесница есть, и жизненный драйв есть и люди разные. И правильно распорядиться энергиями на этой неделе для вас залог вашего успеха и качества жизни на будущее все же начинается у нас с колесницы. Поэтому, с одной стороны, может быть такая неделя действительно как американские горки, с учетом всех карт, которые вам выпали. Но и скучать некогда, и победа есть. И вот этот жизненный драйв, он тоже завораживает. Самое главное, нет застоя. Вот на этой неделе у вас застоя нет, мои дорогие козероги. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.